Всем привет! Когда уже несколько лет подряд занимаешься восстановлением то одного, то другого станка, все чаще задумываешься, что нужно бы как-нибудь отдохнуть. Но отдохнуть с пользой, размяв при этом руки на все тех же станках. Сегодня предлагаю посмотреть, как я делал вот такую штуку.
Ну, я думаю, многие уже догадались по наличию внутри шарика, что это простой обратный клапан, гидравлический. Сделан он взамен имеющегося вот такого, с каким-то непонятным корпусом, состоящим аж из 3 частей. У него выкручивается как обратная часть для того, чтобы вставлять шарик, так и основная часть, куда шарик упирается. Ну и, соответственно, стопроцентно герметичным он быть в принципе не может, потому что часть масла продавливается сквозь резьбу. Поэтому решено было изготовить новый корпус, особо не заморачиваясь, из того, что есть. К сожалению, полноценно проверить работу, но и продемонстрировать вам ее не смогу. Ну, максимум немножко подуть воздухом. Давление в районе 3 атмосфер. На данный момент обратная часть прикручена недоделанной. Еще решается вопрос, а нужно ли здесь ставить пружину. Я думаю, что все-таки нужно. Потому что
когда выполнено аккуратное сверление, даже упираясь вот в это ребро, шарик срабатывает как клапан. Получается клапан на обе стороны. Чтобы этого не произошло, лучше поставить пружину. Насколько мог, я проверил герметичность путем обратного всасывания. Соответственно, если держится небольшой вакуум, уже хорошо. Ну и кратко о самом интересном. Все это сделано из вот такого прутка. Этот пруток был отлит и подарен мне, можно сказать, коллегой по цеху. Летом я ездил в один из наших крупных городов и встретился там с еще одним блогером, Айратом. Так что Айрату привет и большое спасибо. Я начал использовать подаренный металл и на самом деле очень удивился. Я отливал подобный металл, но когда я протачивал свой пруток, все равно находил какие-нибудь микропоры. Здесь же пор нет. Их можно разглядеть только практически на самом краю, где я слишком мало снял, вот здесь. В целом, прям просто отличнейшая заготовка, как будто заводская. Так что однозначно этот пруток целиком пойдет в дело, а у меня как раз не хватало цветных металлов. Но подарено мне им было намного больше, чем вы сейчас видите. Я даже до сих пор не могу придумать какую-нибудь ответку. Ну а пока я думаю, можете пройти по ссылке в описании и посмотреть на его канал. Он двигался примерно теми же путями, как я, только параллельно и другим способом. Пока я прикручивал вертикальную голову к НГФу, он переделывал советский копировальный станок. Об этом есть куча всяких разных утверждений, но готового варианта практически ни у кого нет. Так вот, у него на канале он есть. Именно этим контентом меня поначалу заинтересовал его канал. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. До свидания.